Сегодня мы поговорим о очень интересной теме и 12 научных исследованиях по мастурбации и сексуальному удовлетворению с комментарием врача-уролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Многие факты для вас окажутся новыми и ошеломительными, но такова наука. Ну тогда начнем. Первое исследование. Результаты показывают, что как интроверсия, так и депрессия показывают значительную корреляцию с аутоэротической стимуляцией, мастурбацией и возбуждением, но не с гетеросексуальной активностью. Второе исследование. Мы подтвердили, что объем семенной плазмы, общее количество сперматозоидов, подвижность сперматозоидов и процент морфологически нормальных сперматозоидов были значительно выше в образцах, собранных при половом акте, чем при мастурбации, как и сообщалось ранее. Третье исследование. Уровни фруктозы, кислой фосфатазы, лимонной кислоты, цинка, мальтазы, тестостерона, простагландина и путресцина, спермидина и спермина сравнивали в эякулятах, собранных при мастурбации и после полового акта у одних и тех же мужчин. Коитус был связан со значительно большим объемом спермы и повышенными концентрациями и увеличенным общим количеством простагландина и полиаминов в эякуляте. Четвертое исследование. В выборке из 94 здоровых португальских женщин вагинальный оргазм, вызванный исключительно половым актом с участием пениса и вагины, был связан с меньшим использованием незрелых защитных механизмов согласно опроснику DSK-40. Вагинальный оргазм был связан с меньшей соматизацией, диссоциацией, смещением, аутистической фантазией, девальвацией и изоляцией аффекта. Оргазм от стимуляции клитора или комбинированной стимуляции клитора и полового акта не был связан с меньшим использованием незрелых защитных механизмов, а был связан с более широким использованием некоторых незрелых защитных механизмов. Пятое исследование. Лица, которые только мастурбировали или имели сексуальные отношения без вагинального секса, имели систолическое кровяное давление в среднем на 14 мм ртутного столба выше, чем те, кто имел вагинальный секс, но не другие формы сексуального поведения. При реакции на стресс. Шестое исследование. Используя данные 3 исследований мужчин и женщин, занимающихся мастурбацией или вагинальным сексом с оргазмом в лаборатории, мы сообщаем, что у обоих полов, с учетом изменений пролактина в условиях несексуального контроля, показатель пролактина после полового акта возрастает на 400% больше, чем после мастурбации. Седьмое исследование. Тревожная привязанность была связана с меньшей частотностью вагинального оргазма, но с более высокой частотностью оргазмов от анального секса и от вибратора. Восьмое исследование. Мы выдвинули гипотезу, что связь между физиологическим и субъективным областями возбуждения будет более выраженной для женщин с большей оргазмической консистенцией во время полового влагалищного акта, но не для оргазмической консистенции во время другого сексуального поведения. Мы подтвердили эту конкретную гипотезу выборки из 38 женщин в постменопаузе. Девятое исследование. Многофакторный анализ показал, что для обоих полов частота вагинального секса значительно предсказывала показатели удовлетворенности с большой величиной эффекта для сексуальной удовлетворенности и средней величиной эффекта для качества отношений. Напротив, частота мастурбации была обратно связана с почти всеми показателями удовлетворенности, малые и средние величины эффекта, а частотность нонкоитального секса либо не коррелировала, либо была обратно связана от малых до очень малых величин эффекта с показателями удовлетворенности. Десятое исследование. В настоящем исследовании 30 португальских женщин сообщили о частоте различных видов сексуального поведения и соответствующих показателях оргазма, а также заполнили форму перечня воспринимаемых компонентов качества взаимоотношений. PERC. Как предполагалось, частота вагинального секса положительно коррелировала с параметрами PERC – удовлетворением, близостью, доверием, страстью, любовью и глобальным качеством отношений. Частота мастурбации была обратно связана с любовью. 11-е исследование. Исследование, основанное на широком спектре методов, образцов и измерений, удивительно согласуются в демонстрации того, что одна сексуальная активность, вагинальный секс, penile-vagine intercourse, и оргазмическая реакция на него
связано и в некоторых случаях является причиной процессов, связанных с улучшением психологического и физического состояния человека. Другие виды сексуального поведения, в том числе при нарушении вагинального секса, например, с использованием презервативов или отвлечения внимания от вагинального секса, вероятно, прерванный половой акт, не связаны или, в некоторых случаях, например, в случае с мастурбацией и анальным половым актом, обратно пропорционально связаны с улучшением психологического и физического функционирования человеческого тела. 12-е исследование. Высокие показатели половой связи были связаны с повышенным удовлетворением сексуальной жизнью в целом, а также физическим и психологическим здоровьем. Напротив, высокий уровень мастурбации был связан со снижением удовлетворенности сексуальной жизнью и жизнью в целом. Ссылку на исследование я оставлю в описании. Резюмирую, исследования эти не являются чем-то новым в науке, что открыли буквально вчера. Самое старое исследование из этих 12 было опубликовано в 1974 году. И, разумеется, помните, что если у вас возникнут проблемы с репродуктивной системой, то сразу идите к врачу, проходите через назначенные обследования, сдавайте необходимые анализы и принимайте прописанные лекарства. Просто держите в голове, что существует более чем одна точка зрения на мастурбацию и природу этого явления. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и с советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!